Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у меня такое вот полезное, очень полезное видео, как связать и рассчитать вот такую вот идеальную горловину. Это видео является фрагментом совместника нашего по джемперу с кармашком. И вот такую вот горловину я вас сейчас... Итак, девчонки, набор петель для горловины при помощи тамбурного шва. Снимать буду для обеих совместников. Почему? Потому что там я вяжу в полосатике темно-синими нитками, там ничего не будет видно. Поэтому буду оговаривать, как бы, возможно, какой-то вариант. Но тут я просто хочу вам рассказать мой принцип, как я это делаю. Как определить вот горловину так, чтобы вообще, если честно, я вам скажу честно, я набираю петли вот для горловины последнее время интуитивно. Вот не было такого, чтобы я перенабирала. Вот, наверное, уже это как бы уже набила руку. Ну, для тех, кто руку не набил. И я пользуюсь, знаете, какими методами? Своими из сшитья. Вот сшиты у меня плечевые швы. Вот чтобы горловина не была слишком узкая или слишком широкая, чтобы она плавно, красиво, естественно легла, я вам покажу свою фишку. Я же говорю, ту из шитья, которой я 20 лет пользовалась в шитье. У нас была специализация на трикотажные изделия, поэтому футболки, толстовки. Вот этот способ, эта формула работает на весь трикотаж. Ею же я пользуюсь и в вязании, да. То есть вот это, как бы, этот принцип, который я сейчас вам покажу, работает для всех. Вот смотрите, вот мои плечевые швы. Я складываю изделия по плечевому шву. И вот так вот раскладываю. То есть вот срез горловины у меня не должен быть растянут и стянут. Он должен быть вот лежать естественно. Вот так вот ровненько я его раскладываю. Здесь присобираю и измеряю. Итак, смотрите, вот моя полуокружность. Это вот так вот, если я 0,28 сантиметров, может 29, но 29 это уже уходит как бы за вот эти закрытые петли. 28 сантиметров, значит, что у меня получается? 28 это полуокружность. И всегда я пользуюсь единственным способом. Я вот от этой полуокружности отнимаю 5 сантиметров, либо от окружности 10. Вот 56 у нас окружность шеи, минус 10 это 46 сантиметров, либо полуокружность 23 сантиметра. То есть мне нужна резинка, чтобы она у меня хорошо легла, 46 сантиметров. Вот 46 вот я беру теперь свою резинку, которая у меня внизу уже обработана. Все-таки я буду вот эту, чтобы не путать вас, вязать. И мне нужно 46 сантиметров. А если посчитать 23, давайте посчитаем 23. Вот она. 23. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 раппортов. 18 на 3. 3. Ой. 54. Равно 54 петли. Это половина. И умножить на 2 равно 108 петель. Мне нужно по кругу теперь, то есть набрать 108 петель для резинки. Теперь еще один момент. Давайте 108 петель разделим
на 10 частей, да. 2 петли там будет не хватать, но это не так страшно. Значит, это будет на 10 частей. Вот по окружности всего 10 частей. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. 10 штук. Но вот сгиб наш передняя. Здесь передняя деталь, здесь задняя деталь. Вот как я согнула. Вот. На этой части вот. Мы делим эту часть на 5 частей равных. Если здесь у меня 28 петель, я, может быть, и затяну сейчас, но зато это будет у вас потом равномерно и красиво. Смотрите, какие у меня маркеры от подписчицы. Значит, вот одна часть делим. Вот это наши вот эти отделения. И вторая наша часть. Вот мы сейчас разделим на 10 частей. Вот все практически из каждой части, чтобы господи, из каждой части у нас было 11 петель. Ну, из 2 частей по спинке будет по 10. Вот. И теперь, вот видите, я плечи не совместила и ушла в загул. Так, есть половина. Вот 28 разделить на 5. Это 5,5 сантиметров приблизительно. Да? Ну да, не приблизительно, а так и есть. Вот сейчас мы и будем делить по 5,5 сантиметров. Смотрите, отсюда 5,5 есть. Цепляю маркер на обе стороны. Ну, то есть раз и сюда. Если вы так заморочитесь, девчонки, то у вас получится, ну, вы не будете перенабирать петли, понимаете? У вас будет все четко. Далее 5,5. Вот оно уже ушло на переднюю деталь. Где-то на сантиметр. Раз, я цепляю 2 маркера здесь и вот здесь вот. Далее пять с половиной. Вот оно. Здесь разделим пополам. Ой, у меня моих красивых маркеров не хватит. Раз. И 2. И вот здесь вот у нас пополам разделить уже. Вот они, 5,5. Вот и все. Теперь мы набираем. Я думаю, вы поняли, откуда взялись 11 петель. Я вот это число 108 разделила на 10 частей, которые мы сейчас с вами вот это вот сидим и отмеряем. Вот. Но мне не хватило 2 петли, 2 я добавлять не буду, потому что у меня потом собьется 3 на 1, ой, 2 на 1 резинка. У меня число петель должно быть кратно 3. Вот, поэтому у меня 108. Все, вот смотрите, я распределила. Теперь мы делать горловину будем при помощи тамбурного шва. Вот у меня передняя деталь. Здесь у меня везде будет по 11, 11, 11, 11 между маркерами. Здесь 10.
И здесь 10 по центру спинки. Далее 11, 11, 11, 11, 11. Я думаю, это понятно. Итак, по изнаночной стороне, по спинке начинаем. Где моя спинка? Вот от центрального маркера я начинаю набирать петли. Ну, то есть прокладывать косичку. Тамбурный шов. Вот я беру эту нить. И вот между этими двумя маркерами у меня должно быть 10 петель. Раз. Это не раз. Это она цеплятельная петля. Вот он раз. Раз. Там можно достать хвостики, потом его. Два. Три. Четыре. Пять. Вот видите, вот я уже вижу, что я не там. Мне надо ту же. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9 и 10. То, что оно там коряво, может быть больше, меньше, это не страшно. Это все потом оно у нас подкорректируется, подтянется. 10. Теперь мне нужно между следующим маркером набрать 11. Значит, здесь уже маркер можно и снять, если вам мешает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот смотрите, 11, а вот здесь вот теперь получается 10 последние, да, это по спиночке. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9 и 10. Так, теперь вот смотрите, вот эту петлю я вытаскиваю на эту сторону. Вот, и это будет первая моя петля. Петли я буду набирать на носочные спицы. Мне так проще. Значит, первая петля, она у нас вот здесь вот первая. Если разделить 108 петель на 4, это будет по 27 петель на каждую спицу. И я сейчас просто набираю петли. 1, 2. Теперь смотрите, что у нас. Кто не был на совместнике кардигана, тут не понимает, о чем я говорю. Значит, смотрите,
Вот наша петелька от тамбурного шва. Мы втыкаем спицу в эту петельку. А здесь мы оказываемся в цепочке от петельки. И вытаскиваем петлю. И так из каждой вот этой вот как бы луночки мы автоматически попадаем внутрь в петлю. Вытаскиваем. Вот видите, уже и Вика не туда попала. Так, и теперь смотрите, на носочные спицы я набираю по горловине эти петли. Вот, смотрите, видите, я втыкаю в узелок, под узелок, а с этой стороны я оказываюсь в цепочке. Набираю я петли по лицевой стороне. Если цепочку мы провязывали по изнаночной, то набираем петли мы по лицевой стороне, но следите за тем, чтобы вот именно из центра цепочки, потому что мы же будем делать двойную горловину. И кто в полосатике это видео смотрит, то одинарную. Но все равно лучше попасть в эту косичку. Вот. И делю свои 108 петель на 4 части. Это по 27 петель. Вот на носочные спицы я и набираю 28 петель на каждую, 27 петель на каждую спицу. 28 это не 28, а 108, Вика. Всего 108. Вот, набираю я сейчас петли. Вот смотрите, я набрала на 4 носочные спицы. Кому удобнее круговую, вяжите в круговую. Ну вот что-то я не люблю маленькие расстояния в круговую вязать. Если это тушка, то я еще могу. А вот рукав и горловину на круговых спицах это для меня наказание. Вот. И мы сейчас вяжем основным узором, ну, сантиметров 6-7. Потому что потом мы будем его подшивать вот именно в эту цепочку, вот, которую мы набирали. То есть двойная будет горловина. Вот эти все хвосты мы их спрячем, они у нас уйдут туда в загибку, и все у нас будет здесь красивенько. Все, я вяжу высоту пока. Смотрите, я провязала вверх. Тут уже вверх как хотите. Вы можете делать больше отворот, меньше, только учитывайте, что он как бы двойной, да, что он уменьшится в 2 раза. Так, и у меня, чтобы вы были в образе, 5 сантиметров, я больше не буду. Вот, я продела, отрезала нить, которую я вязала, продела в иглу, и теперь я буду брать отсюда одну петельку и за вот эту косичку, тут, кстати, пока не видно, это у меня стык здесь, и буду его фиксировать, этот воротник, к основной детали. Так, есть, я сейчас... Тут важно просто попасть, не перекосить, и попасть именно в ту цепочку, откуда эта петля. Вот тут первые чуть-чуть непонятно. Смотрите, вот она, эта косичка. Возможно, вот так вот проще, да, кстати, так проще. Сначала в косичку, потом в петлю.
Вот видите? Вот, если вы проверяете, сейчас я вам покажу. Вот у меня уже пошло смещение, потому что вначале не было видно. Вот смотрите, вот она, как бы, вот это рубчик лицевой петли. И вот он ушел сюда, и от него вот она, эта косичка. Чтобы было это все напротив. Если видите, что пошел перекос, не шейте дальше, сразу же исправляйте. Лучше отсюда 2 сюда пришить, как бы в одну. Ну, если вы дальше начнете пришивать, у вас пойдет перекос. Вот в этом моменте очень аккуратно перепроверяйте. Лучше 100 раз перепроверить. Вот сейчас смотрите, сейчас у меня опять лицевая. Ну, здесь я попадаю, видите, вот она. И напротив лицевой, здесь она лицевая. Вот по лицевых и ориентируйтесь, чтобы у вас все было напротив, напротив, напротив. Вот, с лица это вот так вот выглядит, с изнанки вот так вот. Это такой простой способ двойного воротника вязания. Вот. И так все по кругу, все петельки мы фиксируем. Вот прошлась я по кругу, а здесь я просто делаю узелочек и увожу нить вовнутрь. Вот в этот, кстати, позаправляла там, где у меня швы. Все нити я убрала туда, в этот, ну, как бы в эту горловину. Вот. И вот так вот увела эту нить. Девчонки, такой он долгоиграющий получился. Ну, никак не довяжу. Вот еще один целый рукав у меня остался связать. Вот как только свяжу, конечно же, сфотографирую. Но сейчас на данном этапе хочу вам показать, смотрите, горловинка. Как она прекрасно сидит. И это она еще без ВТО. Еще ВТО. И вообще будет красотка. Так, вот здесь вот оно подровняется. Эти петельки. Ну, я думаю, с изнанки это не так и страшно. Вот такая вот